Материнская плата Asus Strix Z890i принадлежит среднему сегменту. Об этом говорит как и относительно богатое оснащение, так и цена, которая на момент подготовки этого ролика на площадке Newegg составляла $430, при официальной рекомендуемой цене производителя в $500. Рассмотрим, что же может предложить эта плата и чем она отличается от других в этом ценовом диапазоне. Плата поставляется в стандартной для Asus коробке, на оборотной стороне которой вкратце описаны основные достоинства. В комплекте также находится набор SATA кабелей, стяжки для кабелей, Wi-Fi антенна, краткая памятка руководства, наклейки, ремешок для брелка, резинки и защелки для M2 накопителей, то есть стандартный комплект для большинства плат на рынке. Плата выполнена в темно-сером, почти черном цвете, стандартного размера ATX. Текстолит имеет восьмислойное исполнение, и это первое важное отличие от более дешевых плат. В верхнем левом углу платы находятся два дополнительных разъема питания процессора. Их почти не видно из-за массивных радиаторов охлаждения. Рядом с ними находится светодиод, который сигнализирует о правильном подключении кабелей питания. В правом верхнем углу находятся разъемы вентиляторов и помпы охлаждения процессора, корпусных вентиляторов, RGB подсветки, джампер для разрешения увеличения напряжения на процессоре. По правому краю платы сверху вниз находятся индикаторы быстрой диагностики QLED, семисегментный индикатор посткодов, и это, кстати, второе важное отличие от плат более низкого ценового диапазона. Далее кнопка запуска, программируемая кнопка сброса, основной разъем питания материнской платы, разъем для корпусного 5-гигабитного USB 3, разъем для корпусного 20-гигабитного USB 3 в формате USB-C, еще один боковой разъем для 5-гигабитного USB 3, 4 разъема для подключения SATA дисков, разъем для корпусного вентилятора. По нижнему краю слева направо находятся разъем для подключения аудио на передней панели корпуса, разъем для Thunderbolt 4 USB 4, разъем корпусного вентилятора аж 3 штуки, переключатель режима шины PCI-Express, колодки для очередных USB 2 разъемов, разъемы датчика температуры и открытия корпуса, разъем для корпусных кнопок включения и сброса, индикация состояния. Всего на плате находится 8 разъемов для подключения вентиляторов охлаждения, а также 3 разъема для адресуемой подсветки. На интерфейсной панели платы расположено рекордное количество портов ввода-вывода. 2 Thunderbolt 4, 9 USB 10 гигабит, 3 USB 5 гигабит, по одному DisplayPort и HDMI, 1 Wi-Fi 7 модуль, 1 5-гигабитный сетевой порт от Realtek, 2 мини-джек разъема аудиовыходов, 1 оптический аудиоразъем, кнопки сброса настроек и обновления BIOS с флешки. Интерфейсная панель накрыта большим кожухом с LED-подсветкой. Оборотная сторона платы, к сожалению, не прикрыта бэкплейтом. Острые следы пайки элементов не срезаны. За это плате минус. Питание процессора организовано по схеме 18+1+2+2. Основные MOSFET 110 А, и это третье основное отличие от более дешевых плат. Помимо гнезда процессора по стандарту LGA1851, на плате есть 4 разъема для памяти стандарта DDR5. Наряду с обычной небуферизованной DDR5 поддерживается новый стандарт QDIMM DDR5 с отдельным повторителем-усилителем сигнала. Производитель декларирует поддержку памяти до 9200 мегатранзакций в секунду и выше. Общий объем установленной памяти может достигать 192 гигабайта. Плата поддерживает все основные технологии разгона памяти, включая профили XMP, а также ряд фирменных технологий Asus, таких как NitroPath, DimmFlex, DimmFit и другие. Как уже упоминалось выше, текстолит платы восьмислойный,
И это, в теории, должно ощутимо помочь в стабильности высокочастотной памяти. В нижней части платы происходит самое интересное. Помимо чипсета Z890, здесь присутствуют два полноразмерных PCI-Express разъема для периферии. Первый из них, PCI-Express 5.0 для видеокарты, поддерживает режимы x16 и бифуркацию в режиме x8, x4, x4. Для чего это может быть нужно, будет рассказано ниже. Второй разъем PCI-Express поддерживает стандарт 4.0 и распаян на режим x4. Вокруг PCI-Express разъемов расположено 7 слотов для размещения NVMe накопителей. Это четвертая уникальная функция, которая отличает эту плату от остальных. Рассмотрим подробнее расположение и функционал этих слотов. Сразу под процессором находится первый NVMe слот M2.1. Он поддерживает PCI-Express 5.0. У него очень удобная крышка теплорассеивателя с теплотрубкой. Сразу под ним, слева направо, находятся два NVMe разъема M2.3 и M2.4. Оба также поддерживают PCI-Express 5.0. Но тут важно помнить, что при установке NVMe накопителя в любой из этих слотов у разъема x16 PCI-Express происходит бифуркация, и в видеокарте остается доступными только 8 линий из 16. У этих двух слотов своя отдельная общая крышка с крайне неудобным креплением. Она крепится 3 винтами к плате, причем направляющих у крышки нет, и нацелиться бруском металла точно в цель – крайне непростая задача. Следующий ниже, M2.2 NVMe слот, также подключен к процессору. Он получает свои 4 линии PCI-Express, но уже по стандарту 4.0. Это ограничение архитектуры чипсета Z890. Не совсем понятно, почему нельзя было подключить к процессору оба накопителя NVMe по стандарту PCI-Express 5.0. Остальные три слота NVMe подключены к чипсету Z890 по стандарту PCI-Express 4.0. Инструкция напоминает, что Intel Rapid Storage Technology поддерживает все основные режимы RAID, включая 0, 1, 5, 10, но NVMe, подключенные к процессору, поддерживают все режимы, кроме RAID 10. Из последних 4 NVMe накопителей 3 имеют общую теплораспределительную крышку, которая также имеет винтовое крепление. Сомнительное решение, особенно по сравнению с конкурентами. Звуковая подсистема основана на кодеке Realtek ALC4080 и усилителем Savitech. Это также неплохой апгрейд по сравнению с ближайшими соседями по линейке, но до полноценной отдельной звуковой платы, конечно же, не дотягивает. Сетевые возможности включают в себя один 5-гигабитный Ethernet порт, управляемый микросхемой Realtek RTL8126 и беспроводной Wi-Fi 7 сетью на основе контроллера Intel BE200. Wi-Fi 7 поддерживает двухканальный режим работы и ширину каналов 320 МГц. Пропускная способность беспроводного интерфейса в идеальных условиях может достичь 5,8 гигабит в секунду. Антенна имеет быстросъемное подключение. Для базовых тестов мы использовали процессор Intel Core Ultra 7 265K и оперативную память G.Skill Trident Z 6400 объемом 2 по 48 ГБ в режиме 6800. Память G.Skill запускалась и на частоте 7000 мегатрансфер в секунду, но мы ограничились величиной 6800. AIDA 64 в стресс-тесте показала частоту процессора P-ядер 5,4 ГГц, E-ядер 4,87 ГГц при температуре 85 градусов и напряжении питания 1,3 вольта. Потребление было ограничено на величине 290 Вт. Материнская плата Asus Z890i эта плата выше среднего уровня как по оснащению, так и по техническим характеристикам. У нее мощная подсистема питания процессора, возможность подключить огромное количество NVMe накопителей, причем 3 из 7 по самому скоростному на сегодня интерфейсу PCI-Express 5.0,
пусть даже и ценой урезания числа линий на основном PCI-Express слоте для видеокарты. От более дешевых собратьев она отличается восьмислойным дизайном, что теоретически лучше для стабильной работы памяти DDR5 на частотах до 8000 мегатрансфер в секунду или выше. Также на ней есть индикатор посткодов, что может быть полезно при диагностировании неполадок. В текущей линейке Asus это чуть ли не первая по счету модель с таким функционалом. Так, аналогичная по цене Asus ProArt, не говоря уже про модели ниже в линейке, не имеет индикатора посткодов. Инженеры Asus посчитали это излишеством на плате такого назначения. И это странно, так как конкуренты нашли в себе силы оснастить индикатором посткодов даже платы ниже среднего уровня. В работе плата без проблем позволила разогнать процессор Intel Core Ultra 7 265K до 5,4 ГГц по P ядрам и до 5 ГГц по E ядрам. На плате есть большое количество разъемов для управления вентиляторами и подсветкой. В соответствии с веяниями времени на плате всего 4 SATA разъема для старых накопителей. Из недостатков платы можно отметить следующее. Не очень выразительный дизайн грязновато-серого цвета. Отсутствие белого варианта платы а-ля Gigabyte Aero. Отсутствие бэкплейта на задней стороне платы. Несрезанные следы пайки на оборотной стороне. Сетевой контроллер Realtek, а не Intel. Отсутствие 10-гигабитного сетевого порта. В таком ценовом диапазоне мы считаем это необходимость. Отсутствие второго сетевого порта, мелкие подписи к коннекторам и элементам на плате, крайне неудобная теплораспределительная крышка на втором и третьем NVMe накопителях. После ее демонтажа довольно непросто установить обратно, так как никаких направляющих для этого нет. Это тем более странно, так как крышка первого NVMe накопителя сделана великолепно. И крепление, и охлаждение с теплотрубкой, и защелка. Итак, для кого же рассчитана эта плата? Несмотря на присутствие в названии слова «гейминг», эта плата подойдет не только игрокам. Богатые возможности подключения скоростных накопителей, восьмислойный дизайн, мощная подсистема питания процессора позволят создать на ее основе неплохую рабочую станцию, например, для работы с видео или фото.